Процветающая фабрика пользовалась успехом у клиентов в Речи Посполитой и за рубежом. Располагала складами продукции в Варшаве, Бердичеве и Константинове. Приветствуем всех! Сегодня продолжение увлекательного рассказа о легендарной фабрике куриц. Не слышали о такой? Пропустили нашу первую серию? Ссылочку найдете в описании. И нам будет очень приятно, если вы поддержите нашу работу, наши исследования подпиской. К сожалению, динамичное развитие фабрики было прервано чередой событий, неблагоприятных для нее. Как мы помним из уроков истории, в 1793 году произошел второй раздел Речи Посполитой. В результате раздела Корец вместе с частью Волыни перешел Российской империи. Фабрика оказалась отрезана от привычных рынков сбыта. Австрийцы, защищая собственное производство в Вене, ввели высокие пошлины на ввоз фарфора из Корца. Еще одним негативным событием для фабрики стал уход Францишка Мезера с должности управляющего. Обескураженный ухудшением экономического положения и опустошенный смертью жены, в 1795 году по приглашению шляхтича Александра Замойского Францишек Мезер переехал в Тамашук-Любельский, где основал фаянсовую фабрику. Фабрику в Корце Францишек Мезер оставил на своего младшего брата Михаила, который старался сохранить производство на достигнутом ранее уровне. Несмотря на трудности, фабрика продолжала работать и уже в 1795 году наладила поставки продукции в Российскую империю. Глава цеха росписи Казимир Сабинский лично участвовал в производственной работе, создавая кофейный сервиз на 12 персон, который заказал на фабрике в Корце губернатор Волынской губернии Туталмин для императрицы Екатерины II. Сабинский нарисовал миниатюрные портреты императрицы на богато позолоченных чашках. Императрица, довольная подарком, щедро наградила управляющего фабрики, подарив ему золотую табакерку и приказала выплатить Сабинскому премию в 100 дукатов. Сабинский получал очень хорошую зарплату, кроме того, ему был предоставлен дом с отоплением, освещением и сторожем. Оставался главой цеха росписи до пожара фабрики в 1797 году, после чего взялся обучать детей губернатора рисованию миниатюр. Мы предполагаем, что это мока-чашка из сервиза, заказанного для Екатерины II. Может быть, вы знаете подробности? Напишите нам в комментариях. Такой лот, чашка с блюдцем, был выставлен и продан на аукционе несколько лет назад. Чашка надглазурная роспись, золочиня. Высота чашки 6,5 см, диаметр 6,3 см. Чашка литрон с прямой ручкой. На лицевой стороне чашки в 8-гранной золоченой рамке с гравировкой портретная миниатюра Екатерины II в цвете беж и сепия, в короне, увенчанной крестом, волосы собраны в локоны, платье с высоким вырезом и частично видимым орденской лентой в горностаевой мантии. По ободку чашки позолоченный орнамент в виде лианы, ручка и нижний край чашки с позолотой. Высококлассная миниатюра, написанная тонкими линиями и точками, со светотенью с теплым цветом лица. Клеймо на чашке, надпись по-польски «Кожец», бледно-красного цвета, а также оттиск в тесте, конец XVIII века. Очевидно, что блюдце из этого лота было подобрано к чашке. Блюдце конической формы с
позолоченными краями и зеркалом. Высота блюдца 2,8 см, диаметр 13,5 см. Вроде бы сочетается хорошо. Клеймо более позднее, око провидения. Но эксперты отмечают, что блюдце – это подделка. Даже на фото отчетливо видны неровности на ободке блюдца, в то время как корецкий фарфор был высочайшего качества. Очевидно, блюдце – подделка. Да-да, подделывают не только майсонский фарфор. Об этом мы тоже обязательно расскажем. Первый период работы фабрики в Корце с 1790 по конец 1796 года признан расцветом корецкого производства в техническом и художественном отношении. Изделия фабрики отличались превосходным качеством, чистым и ярким декором и прежде всего свежими польскими узорами и формами. Внешне корецкий фарфор тяготел к западному стилю в фарфоре. Живопись была миниатюрной, мягкой по тону. В ней преобладали растительные мотивы. Более ранние, часто стилизованные, более поздние, обычно натуралистичные, часто полные мелких деталей. Любимым орнаментом были редко разбросанные голубые цветочки, незапутки, васильки на белом фоне. Вот рассмотрим цилиндрическая чашка с прямоугольной ручкой желтого цвета. На оси ручки расположен белый медальон в золотой оправе и две красочно изображенные птички на веточках. Ниже края узкий геометрический орнамент. Датировка предмета указывает на то, что этот декор, вероятно, был нанесен Казимиром Сабинским. Образцов корецкого фарфора, декорированных таким образом, сохранилось немного. Скорее всего, так декорировались только кофейные и чайные сервизы, изготовленные на заказ. Размеры чашки: высота 6,3 см, ширина 8,2 см. Датировка 1790-1796 годы. Ночью с 1 на 2 января 1797 года из-за беспечности рабочих, которые отмечали новогодние праздники, произошел пожар, который уничтожил огромные запасы материалов, печи для обжига фарфора и фаянса, 2 склада готовых изделий, а также цех росписи с целым запасом самых прекрасных саксонских, французских и китайских образцов, станки, формы и оборудование. В деятельности фабрики последовал перерыв до 1800 года. Эх, как же так? Но радует, что, несмотря на пожар, акционеры были уверены в высокой прибыльности фабрики и было принято решение о ее восстановлении. В 1800 году начинается второй период работы фабрики, который продолжится до середины 1804 года. Скорее всего, именно в это время в качестве клейма стали использовать новый знак – символическое изображение ока провидения, который должен был выразить намерение передать фабрику под защиту Бога, чтобы защитить ее от будущих угроз. Многие исследователи отмечают, что по качеству и красоте росписи корецкий фарфор превосходил изделия венской мануфактуры и практически не уступал майсонскому фарфору. Продукция фабрики в Корце пользовалась большой популярностью, а продажи были настолько большими, что фабрика не успевала выполнять заказы. Конечно, объемы продукции корецкой фабрики несравнимы с объемами, которые делали в Майсоне, Вене, в Берлине, раз в 100-200 меньше ежегодно, чем объем каждой из упомянутых мануфактур. Давайте рассмотрим несколько шедевров, иначе не назовешь, фабрики фарфора в Корце. Смотрите, ручка-загогулинка, много золота, мелкий рисунок, полевые цветы, колосья,
изумительная проработка деталей и, конечно, ручная роспись. Насколько нам известно, на всех изделиях Корецкой фабрики красочный декор – это ручная надглазурная роспись. Кроме, конечно, кобальта, там подглазурная. Полагаем, что это обусловлено технологиями того времени. Аналогично на фабрике Майсон до 1817 года подглазурная роспись выполнялась только синими кобальтовыми красками. И только после этого года появился зеленый подглазурный тип краски. Красные и некоторые другие оттенки подглазурной росписи были разработаны только в конце XIX – начале XX столетий. Может, об этом вы знаете точнее? Ждем вас в комментариях. И снова красота. Декор виноградная лоза. И снова детальная проработка. А посмотрите, какая ручка! Ну прелесть! Это птица? Голова орла? Вы видели у кого-нибудь в какой-нибудь мануфактуре такую ручку? Традиционный стиль Корецкой фабрики – это букеты из роз в пастельно-розовых тонах, а со временем их заменили желтые нарциссы, гвоздики и тюльпаны. Названия серии посуды обычно происходили от названия основного цветка, изображенного на изделиях. Давайте полюбуемся на этот милый декор. Анютины глазки. В то время западные мануфактуры еще не применяли подобного рода декор. Больше акцент делали на розах. А полевые цветы анютины глазки стали использоваться немецкими мануфактурами гораздо позднее. У нас даже была мока-пара и розетка с милым декором анютиных глазок от немецкой мануфактуры Фюрстенберг. Ссылочку на видео мы оставим в описании. Новаторским оказалось внедрение техники подглазурной росписи кобальтом, характерного для тех лет. Если вы любите фарфор, украшенный кобальтом, приглашаем посмотреть наши видео с кобальтовым фарфором. Ссылочки мы оставим в описании. В первой серии мы увидели рюмочную и бутылочную передачи. Вам понравилось? Тогда еще несколько слов о посуде, необычных для наших дней, но обязательных для торжественного обеда или благородного приема в Европе в XVIII-XIX веках. В каждом десертном сервизе XVIII-XIX века непременно была мороженица. Состояла она из 3 частей: ведерко вазы, внутреннего резервуара и крышки с ручкой. Мороженое. Вместо него могли быть фрукты, десертные кремы, конфитюры. Выкладывали в резервуар, который опускали внутрь ведерка вазы, предварительно насыпав в само ведерко вазу колотый лед. Затем конструкцию накрывали крышкой в виде глубокого цилиндра с высоким бортиком, куда тоже клали лед. Так что содержимое ведерка охлаждалось и снизу, и сверху. А уже за столом десерт раскладывали в специальные небольшие чашечки. Вот типичная мороженица, изготовленная на фабрике в Корце. А вот эти вазы несколько другой формы, но мы полагаем, что это тоже мороженица. А как вы думаете? А это уже terriны. Надглазурная роспись золочения, размер с крышкой 17 см высота, а ширина 22 см. Ваза с 2 ручками, высоко поднятыми на оси. Крышка куполообразной формы, с верхушкой в форме шишки. Только нам кажется, что это не шишка, а артишок. Декор в виде переплетенной гирлянды из листьев и цветов, по краям тулова и крышки. На вазе и крышке цветочные узоры, у основания золотые полосы. Датировка между 1800 и 1804 годами. А это изящная terriна на подставке. Причем, обратите внимание, подставка на ножках льва. Terriна – сама белоснежная элегантность с нежным золотым узором, как кружево.
И еще одна красавица Терина 1805-1814 годов. Но это просто произведение искусства. Как в такое можно подавать горячее? Ее надо поставить на середину стола и просто любоваться. 4 величественных льва по углам и милый природный узор. Венок из дубовых листочков с желудями. Очень самобытный декор, придуманный художниками Корецкой фабрики. А вот еще один загадочный предмет. Как вы думаете, что это? Это подставка для ломтиков хлеба. Высотой 9,5 см, шириной 25,5 см. Да-да, такую подставку уже использовали в 1828 году. О назначении этих предметов можно легко догадаться. Это подставки для столовых приборов, ножей, вилок. 1820-30 годы, высота 3,3 см, ширина 10,5 см. Какая интересная фантазия у художника. Делать подставки для столовых приборов в виде спаржи. Супер! В 1804 году руководство Корецкой фабрики меняется. Михаил Мезов уходит с должности управляющего и, захватив с собой большую группу специалистов, перебирается на только что открывшуюся фабрику в Барановке. Князь Черторийский немедленно приступил к поискам нового управляющего. Теперь производством должны были управлять 2 француза из Севра. Химик Шарль-Луи Миро и художник и золотых дел мастер Луи Петьон. Вступление Миро на главную должность управляющего ознаменовало начало 3-го, самого продолжительного периода в истории фабрики, продолжавшегося примерно до 1828 года. Французские специалисты из Севра оказали большое влияние на стиль продукции фабрики в Корце. Но об этом мы уже узнаем в 3-й серии увлекательного сериала о легендарной фабрике в Корце. Посмотрим удивительные декоры, созданные 2 французами. И, наконец, узнаем, что такое компотьер. Так что, чтобы не потеряться, не забудьте подписаться. И до новых встреч! Пока!